Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю приготовить холодец по рецепту моей мамы. Все процессы будет выполнять она, я только сняла это видео и смонтировала специально, чтобы не нарушать ни одного технологического процесса, как делается этот холодец. Я думаю, что таким образом мы сможем передать традиции нашей семьи, поделиться с вами, а может быть и даже с нашими внуками. Это не совсем традиционный рецепт холодца, как вы понимаете. Это что-то уникальное, поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Конечно, главный ингредиент холодца – это мясо. Выбирайте мясо на кости, рулька, коленка, лопатка. Вот такие кусочки идеально подходят для холодца. Очень вкусный холодец получается из мяса дичи, такого как косуля, кабан, лось, олень. Ну и, конечно, говядина тоже будет очень хорошо подходить для холодца. Холодец мы готовим обычно перед праздниками и всегда в большом количестве, чтобы была возможность поделиться им с родными и близкими. Если вы хотите приготовить меньшее количество холодца, просто разделите количество ингредиентов пополам. В данном случае я взяла большую кастрюлю, наполнила ее 5 килограммами мяса на кости и далее заливаю холодной водой полностью, чтобы мясо было покрыто. Теперь мы ставим на плиту и доводим до первых пузырьков закипания. Вода у нас ни в коем случае не должна закипеть, мясо должно томиться вот таким образом. И далее снимаем обязательно вот всю пенку белковую, которая образовалась на поверхности. Таким образом, в последующем наш бульон будет прозрачный и очень красивый. После того, как вы сняли всю пену с бульона, убавляйте огонь на минимум, и таким образом бульон будет томиться в течение 5-6 часов, в зависимости от количества мяса, которое вы используете. А сейчас займемся приготовлением следующих ингредиентов для бульона. 4-5 средних луковиц, не очищая, разрезаем напополам и подпекаем таким образом на плите. Буквально несколько минут с каждой стороны. Такой способ приготовления лука придаст особенный аромат бульону для холодца. Затем перекладываем лук в бульон. Таким же образом мы будем подпекать морковь. Я взяла 3 средних моркови, нарезала кружочками. И теперь подпекаем по несколько минут с каждой стороны. Затем добавляем эту подпеченную морковь в бульон. В течение всего времени, пока наш бульон варится, снимайте с его поверхности остатки белковой пены и жир. Таким образом бульон будет более прозрачный и красивый, а ваш холодец будет менее жирный и более диетический.
Затем добавляем специи. Из них я буду использовать лавровый лист, буквально 3-4 листочка, на такую кастрюлю уйдет. 1 столовую ложку черного перца горошком, 1-2 столовых ложки сушеного корня сельдерея, 1 столовую ложку душистого перца горошком и 1 столовую ложку зиры или кумин, также называется. Не забывайте, что бульон не должен кипеть, он должен медленно томиться на слабом огне. Также добавляем 1-2 столовых ложки соли. Все ингредиенты добавлены, теперь нам нужно дождаться, когда мясо полностью сварится и будет легко отделяться от кости. После того, как прошло 5-6 часов и мясо готово, приступим к следующему этапу. Для этого нам нужно взять 500 мл кипяченой воды, охладить ее полностью и растворить в ней 70 грамм желатина. Перемешиваем и оставляем набухать в течение 30-40 минут. Далее нарезаем 5 средних луковиц мелким кубиком. Лук готов. Также нам нужно нарезать супер мелким кубиком целую головку чеснока. Постарайтесь нарезать его максимально мелко. Чеснок также уже готов. Мясо готово. Теперь нам нужно перелить горячий бульон в кастрюлю меньшего размера. Для того, чтобы процедить его, используйте сито. Посмотрите, какой бульон прозрачный и какой у него красивый, насыщенный, глубокий цвет. Затем мясо перекладываем в отдельную чистую чашу. Теперь остатки бульона нам также нужно процедить. Обязательно используйте сито, а возможно даже 2, как я использую. Потому что в бульоне, помимо того, что там есть овощи и специи, могут быть и косточки. Далее нагреваем бульон, не доводя его до кипения, и снимаем с поверхности лишний жир. Попробуйте бульон на соль, если недостаточно, то добавьте ее. Затем добавляем небольшое количество зиры или кумина. Также добавляем сушеные листья пажитника. Напомню, что бульон сейчас горячий, а плита выключена. Свежемолотый перец. И теперь добавляем набухший желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился. Затем добавляем мелко нарезанный укроп.
Далее в подготовленные формы, чистые, вымытые, обработанные кипятком и насухо вытертые чистыми салфетками, выкладываем небольшое количество мелко нарезанного лука. Далее мы выкладываем также небольшое количество мелко нарезанного чеснока. Далее мы будем работать с мясом, которое мы уже предварительно сняли с костей. Очищаем, если нужно, от пленок и нарезаем небольшими порционными кусочками. Каждую форму мы будем заполнять мясом чуть больше половины. Не забывайте, что когда вы работаете с холодцом, все поверхности и емкости, и в том числе ваши руки, должны быть экстремально чистые. Таким образом, ваш холодец будет храниться дольше. Мясо, которое томилось 5-6 часов, очень легко нарезается и распадается на волокна. Постепенно заполняем все формы. Посмотрите, вот такого объема мяса в форме достаточно. Сверху можно посыпать небольшим количеством мелко нарезанного чеснока. И теперь заливаем формы горячим бульоном желатином. Мясо должно быть полностью покрыто бульоном. Далее каждую форму закрываем крышкой. Сначала форму охлаждаем при комнатной температуре, а далее перекладываем в холодильник и охлаждаем до полного застывания желатина. Можете поставить на ночь, либо в среднем вам понадобится 6-7 часов. Такой холодец может храниться в холодильнике в течение 1 недели. Это прекрасный вариант холодной закуски. Вот так, посмотрите, выглядит наш холодец, который полностью застыл и готов уже к употреблению. Желе упругое, эластичное, но не сильно плотное, все как мы и хотели. Я рада была с вами поделиться нашим домашним семейным рецептом. До новых встреч, мои друзья, и хорошего вам настроения!